Друзья, всем привет! Вы смотрите и слушаете русское радиошоу, подкасты и видео для тех, кто изучает русский язык. Я Сергей, ваш учитель русского языка и радиоведущий, а это очаровательная Рэйчел! Привет! Привет, привет! Как вы думаете, где мы находимся? Рэйчел, ты должна рассказать, где мы находимся. В Лондоне, в парке Хайд-парк. Да, по-русски мы говорим Гайд-парк. 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 Это прекрасное место, и я очень хотел, во-первых, приехать в Лондон, и, во-вторых, встретиться с Рэйчел, потому что Рэйчел моя студентка, но я всегда подчеркиваю, вы сейчас услышите, как Рэйчел хорошо говорит по-русски. Надеюсь. Это не моя заслуга, но об этом мы сейчас и поговорим. Рэйчел, расскажи коротко о себе. Ты не живешь в Лондоне, ты живешь в Оксфорде. В Оксфорде я англичанка. Я родилась в городе Ноттингхаме, на середине Англии. Но я жила в Кембридже, я училась в Оксфорде, и потом после окончания университета я переехала в Лондон, Отлично. чтобы работать. Как? Понятно. Но ты еще жила в Нью-Йорке. В Нью-Йорке, да. В Гонконге. И даже в Москве. И даже в Москве. Вот об этом мы сейчас поговорим. Значит, как давно ты начала изучать русский язык, где это было и почему? Почему англичанка решила изучать русский язык? Очень давно. Я начала изучать русский язык, когда мне было 12 лет. То есть это было в школе? В школе, и я выбрала русский язык случайно. Потому что моя семья переехала из города Ноттингхам в город Кембридж, и поэтому я перешла в другую школу. То есть у вас была возможность выбрать русский язык в качестве иностранного в обычной средней школе? Да, я ходила в частную школу, и даже в этой школе было много возможностей изучать разные иностранные языки. Например, у меня был выбор изучать немецкий, итальянский или русский, но я выбрала русский язык, потому что нет мест изучать немецкий язык, потому что я перешла в другую школу позднее, чем обычно. И причина, почему я выбрала русский язык, по совету подруги моей мамы. Прекрасно. Наверное, подруга твоей мамы решила пошутить и сказала: пусть Рэйчел изучает русский язык, это очень легкий язык. Это не очень легкий язык, нет. Скажи, пожалуйста, ты хоть раз пожалела о том, что начала изучать русский язык? Никогда, потому что у меня была потрясающая учительница русского языка. Она была русская, она была беженкой, как у многих, советских людей, у нее была тяжелая жизнь, можно сказать. То есть она уехала, эмигрировала из Советского Союза? Да, потому что она родилась в 1928 году. Да? Это значит, что она росла при Сталину. При Сталине, да, росла. Был голод. Был голод, да. Голод. И, к сожалению, все члены ее семьи погибли во время войны. Войны. Во время войны. И она когда переехала в Англию? Наверное, в 47 году, наверное. После войны. И она была вашей учительницей в школе? В школе, да. Извини, это было в 80-е годы? 80-е годы. А ты помнишь, как проходили уроки в 80-е годы? Я помню свои уроки английского языка в школе. У нас не было ни видео, ни аудио, у нас были только старые учебники. Старые учебники, конечно. Конечно, не было видео. Было аудио, но она сама записывала аудио для нас. В 80-е годы? Да. Потрясающе. Она искала много материалов, но было сложно. Сейчас очень легко. Сейчас интернет, сейчас можно все практически. И ты поехала в Москву. Когда ты поехала туда впервые? Впервые в 91 году, сразу после
как это сказать? После путча. Путча, да? После путча. Какой была Москва в 91 году? Мне кажется, что это была разруха, не было продуктов. Ты прав, потому что я посетила ГУМ, и там ничего было. Ничего да? не было. И, конечно, я ела хлеб, сыр, колбасу, помидоры и все. Но я была маленькая, я была молодая. Ты сейчас молодая, лучше сказать, я была моложе. Я была моложе, но это не мешало мне, потому что мне нравится Россия, мне нравится русский язык. В то время тоже. Извините, сейчас просто здесь меняют мусорный пакет, я не знаю, слышно или нет. Мы просто долго с Рэйчел искали в гайд-парке место, где можно сесть, чтобы не было солнца, потому что сегодня жаркий день, чтобы можно было поставить камеру. Мы нашли единственное место около бара. Бар уже почти закрывается, и вот мы сели. Хорошо, а в Москву ты поехала на экскурсию или ты поехала изучать русский язык? Это была языковая школа или практика? Нет, это было как? Я поехала на экскурсию, и я жила у друзей моей учительницы. Вы так подружились с учительницей? Да, потому что мы пригласили ее на мою свадьбу. Даже так? Да, даже это здорово. Да, и ты уже сказал, что я много лет жила за границу, но каждый раз, когда я возвращалась в Англию, я, конечно, встретилась с ней. Встречалась с ней. И мне кажется, что ты говорила, что ты поддерживаешь связи с ее семьей, ты общаешься с сыном, да, кажется? Да. Это здорово, когда между учителем и студентом такие дружеские да, конечно. отношения. У нас были близкие отношения, но было смешно, потому что когда мы разговариваем, мы говорим на «ты», а с ней, конечно, на «вы». Русское радиошоу. Извини, я должен раскрыть секрет нашим зрителям, потому что мне очень нравится, как шутят твои муж и дочь, когда ты говоришь по-русски. Okay. Да. Ты можешь рассказать, если это не секрет? Они называют тебя русской шпионкой. Да. И даже когда мы встречаемся с друзьями или родственниками, они говорят, что я русский шпион. Русская шпионка. Шпионка, да. Русская шпионка. А тебя никогда не спрашивали друзья, близкие, почему ты решила изучать русский язык? То есть не удивляет человека, когда ты с ним знакомишься, что ты изучаешь русский язык? Конечно, это люди хотят узнать больше об этом, потому что мало людей, мало англичан говорят на русском. Да. Но нужно сказать, что мало англичан говорят на любом иностранном языке, потому что, как ты знаешь, английский язык — это, к сожалению, для меня, это международный язык. Я понимаю, почему ты говоришь, к сожалению, для меня, потому что на территории бывшего Советского Союза русский язык, язык общения сейчас меньше по понятным причинам, и это, конечно, не является хорошей мотивацией изучать иностранный язык. Ты знаешь, что тебя все поймут, когда ты говоришь и даже, например, мой муж, он хорошо говорит по-французски, и когда мы ездим во Францию, наверное, как в крупных городах, как в Париже, он начинает говорить по-французски, и они отвечают на английском. На английском языке. Я думаю, что вопрос, который возникает у многих наших зрителей, слушателей, расскажи о своем секрете, потому что есть люди, во-первых, которым трудно перешагнуть через какие-то тяжелые темы трудные, как, например, глаголы движения, несовершенный вид и так далее. И у преподавателей есть не то что шутка, можно сказать шутка, но это факт, что большинство студентов бросают изучение русского языка чаще всего на двух темах. Это несовершенный вид, и это глаголы движения, особенно с приставками. Okay. Мой секрет, может быть, у меня нет секрета, но я думаю, что самое главное — это найти хорошего учителя, преподавателя.
с которым легко общаться, с которым вам комфортно. И создают такая атмосфера, в которой вы не боитесь совершать ошибки, я бы сказала. Это очень важно. Твоя, скажем так, языковая рутина, как она сейчас выглядит? То есть мы с тобой общаемся онлайн 2 раза в неделю примерно. Да, урок на 1,5 часа. Да, и что ты еще делаешь? Потому что ты смотришь видео. Рэйчел часто мне сама присылает видео, которое она посмотрела и хотела бы обсудить. Это здорово. Вот твой день, что ты делаешь, как ты изучаешь русский язык? Ты даешь мне домашние задания. Конечно, я делаю домашние задания. Рэйчел самая мотивированная студентка, которая у меня есть. Она всегда делает домашние задания. Но сейчас я заметила, что для меня лучше делать домашние задания вслух. Это важно. Потому что я тратила много времени, как печатать все домашние задания. И думаю, что сейчас это трата времени. Это лучше вслух и автоматически делать домашние задания. Конечно, я слушаю подкасты. Обычно, когда я гуляю, или, например, когда я занимаюсь домашними делами, я слушаю, конечно, твои подкасты, твои видео. Я обожаю, когда Мартин снимается в видео, потому что я обожаю собак. Я пообещал Рэйчел, что в следующий раз я прилечу в Лондон с Мартином. И я понял вообще, что у Мартина уже маленький фан-клуб есть. Я думаю, что у Мартина, я думаю, что он должен иметь свой собственный канал. Собственный канал, окей. Проблема в том, что придется мне снимать контент и монтировать, понимаешь? Если бы Мартин сам все это делал, было бы отлично. Я сейчас смотрю, так много собак здесь, люди гуляют с собаками. Ну, говорят, что как самый хороший друг англичан — это собака. Это собака. Угу. Хорошо, так, ты делаешь домашнее задание, ты смотришь видео. Что ты смотришь? Например, ты смотришь специальные каналы, которые созданы для студентов. Смотришь ли ты, например, неадаптированные материалы? Да, например, я нашла интересный канал. Сейчас я пытаюсь вспомнить название. Это Никита и Эмма в Барселоне. Они рассказывают новости Барселоны, да? Да, и ну, конечно, это трудно найти, не так трудный контент, не адаптированный. То есть трудно найти неадаптированный контент, который было бы легко понять. Да, вот так. У меня как раз футболка Барселона, поэтому сегодня Барселона тоже мысленно. Да, Эмма, Никита, и сейчас я пытаюсь найти как короткие видео о новости. Канал DW. Это Deutsche Welle «Немецкая волна». Да. Я очень часто, кстати, своим студентам отправляю видео, репортажи «Немецкой волны», русской службы «Немецкой волны», потому что у них хорошие короткие видео. Они, как правило, с субтитрами, причем с субтитрами не автоматическими, а видно, что люди делают эти субтитры. Поэтому это хорошее видео. Да. Ну, это опять это трата времени, и нужно быть терпеливым. Да, это правда. Да. Это правда. Это процесс, да? Это процесс. Вообще, да, изучение языка — это процесс, и даже мы, русские, не можем сказать, что мы на 100% владеем русским языком. Даже я совершаю ошибки и что-то могу неправильно сказать. Недавно, буквально неделю назад, я общался с Анастасией, с одной из ведущих моего канала, мы встречались в Литве, и я сделал ошибку, я сказал, там была подруга, я сказал, ты работаешь в Кипре? Она на меня посмотрела и говорит, Сережа, на Кипре. Я говорю, я не знаю, почему я сказал в Кипре. Потому что это на остров? Да. Окей, понятно. То есть я знаю, что правильно на Кипре, но я автоматически сказал в Кипре. Да-да. И... То есть мы тоже делаем ошибки. Но Анастасия посоветовала в одном подкасте
посмотреть Blush Supreme. Это новости о королевских семьях. И я попробовала, это опять мне нужно больше времени. Я пытаюсь понять, но сейчас я не совсем понимаю. Вообще важно найти контент, во-первых, чтобы темп речи, голос, все тебе нравилось. И самое главное, тема. Я, например, когда читал лекции в языковой школе в Барселоне, первый вопрос, который я задал студентам, я сказал, если вы хотите найти контент для себя, ответьте на такие вопросы. Русский язык для вас – это мужчина или женщина? Okay. То есть какой голос вы слышите? Кто-то сказал, это мужской голос, кто-то сказал, это женский голос. Я спросил, окей, это голос женский, например, он тонкий, молодой или солидный? Okay. И, в общем, каждый ответил, какие у него параметры. Я сказал, вот последнее, что вам нужно найти тему. И найдите материалы или YouTube-канал, или подкаст, чтобы был вот такой тембр голоса, чтобы русский язык звучал для вас так, каким вы себе его представляете. Для тебя русский язык мужчина или женщина? Это очень интересный вопрос, потому что... Ну вот, например, если я думаю о России, Россия — это женщина. Вот страна. Россия — это женщина, потому что моя первая учительница русского языка, она была женщина. А сейчас, мы работаем вместе как 4 года 4, и сейчас я привыкла к моему голосу. Да? Okay. Кстати, я тоже всегда всем студентам говорю, что нужно периодически менять учителей или хотя бы говорить с разными людьми, потому что учитель как антибиотик. Да. Организм привыкает к антибиотику, и антибиотик перестает работать. Потому что я часто слышу твой голос, потому что ты записываешь контент для, я забыла, это как Юрланг. Да, во-первых, это Юланг, потом учебники.ру. В общем, я монополист русского языка. Это плохо. Это плохо. Это хорошо для тебя, мне кажется. Может быть, да, хорошо для меня, но студенты действительно привыкают к голосу, это не очень хорошо. Скажи, пожалуйста, как в нынешней политической ситуации не потерять мотивацию? Потому что у меня, например, после начала войны появилось больше новых студентов. Но недавно одна студентка перестала изучать русский язык. Из-за войны? Да, у нее муж украинец. Мы очень с ней тоже подружились, и она очень красиво объяснила. Она сказала, что я вижу, что моему мужу неприятно слышать, когда я говорю в соседней комнате по-русски. Он украинец, он принципиально с их ребенком говорит на украинском языке. То есть это все понятно. Как не потерять мотивацию? Ну, это простой ответ. Моя бывшая учительница, она как ненавидела, как сказать, советскую власть. Советскую власть, ненавидела советскую власть. И она научила меня и моих друзей, что есть разница между государством и жителем этой страны. И поэтому я люблю как русскую культуру, русский язык, но, может быть, у меня нет как сказать, у меня нет позитивного мнения о властях. Сейчас, да, и о том, что происходит. Расскажи коротко, пожалуйста, о своем опыте. Ты изучала русский язык в языковой школе в Риге. Буквально коротко, как ты нашла школу? Окей, буквально я нашла школу онлайн. И потому я хотела пройти курс в России, но в то время уже это было невозможно или трудно? Была война в Украине. В Ригу. Поэтому я поехала в Ригу, и, к сожалению, не был успешным опытом, я бы сказала. Да? Потом, слушай, я могу сказать, что с твоим высоким уровнем русского языка
я представляю, как учителям может быть трудно. У меня есть студентка прекрасная из Франкфурта, ее зовут Джудит, и у нее тоже есть учительница в Москве, и раз в 2 недели мы с ней говорим по интернету. И она сказала: мне кажется, моя учительница уже не знает, что со мной делать. Ну, я думаю, что как самое важное, что материал интересный. Я считала, что материал, который Был в школе? не был интересным. А где ты жила? Ты жила в семье? Я жила в семье. В русскоязычной семье? В русскоязычной семье, и было, ну, как, чуть-чуть странно. Почему? Ну, я заметила, что, можно сказать, разрыв между как русскоговорящими и латышами. Да, Он есть, да, безусловно, он есть. Причем он есть из 3 стран Балтии, именно в Латвии, самый большой. Во-первых, там больше всего русскоязычных. И это просто 2 параллельных мира. Я думаю, что... Каждый живет в своем мире. И они, конечно, они были добрые люди, гостеприимные люди. Но я заметила, что они говорили, что все было лучше раньше. Русское радиошоу. Мне очень приятно, что ты смотришь мои видео, слушаешь мои подкасты, но я хотел бы, чтобы ты рассказала, какие еще каналы ты любишь и какие еще подкасты или каких ютуберов ты смотришь. Ты можешь, я иногда слушаю «Русский с Максом». Он очень веселый, бодрый человек, и он часто переезжает. Сейчас он раньше он жил в Аргентине, а сейчас он в Бразилии. Уже переехал в Бразилию. Ну, я не думаю, что на 3 месяца, а потом он переедет куда-то, не знаю. Я знаю, что он часто записывает с женой, и у них действительно очень хорошие видео. Он большой молодец, потому что, во-первых, он очень часто публикует, то есть у него регулярные видео появляются, и, по-моему, они стали родителями год или 2 назад, молодыми Я думаю, родителями. что, может быть, у них есть дочь, я думаю, что сейчас ей 2 года. 2 года. Как я сказал, время летит. Так, хорошо, «Русский с Максом». Ну, раньше, но сейчас я смотрела канал, я забыла, это канал Ирина. Ирина о русском по-русски. О русском по-русски. У Ирины потрясающие грамматические видео, и я обычно студентам, ты знаешь, отправляю грамматические видео Ирине. Но я знаю, что я сделала прогресс благодаря тебе. Спасибо. Потому что... Ты сделала прогресс благодаря своей мотивации и трудолюбию. Потому что сейчас, когда я смотрю ее видео, она говорит медленно. А раньше казалось, что она говорит нормально. Окей, да. Это хорошо. Да. Тоже Russia from Russia. Это Анна, я забыла фамилию. Раньше она преподавала русский язык в школе. Я думаю, что сейчас она закончила публиковать новые видео, но потому что у меня был большой перерыв. Я не говорила русский язык, не знаю, наверное, 20-25 лет. И 5 лет назад я начала изучать русский язык. Опять. И я начала с ее канала. Отлично, очень хорошо. Еще «Русский с Дашей» хороший канал. Да, «Русский с Дашей», «Русский с Максом», «Русский с Сережей». «Русский с Сережей». Конечно, есть «Easy Russian». Мы всегда шутим, что там совсем не easy часто. Но нет. Вообще потому не что обычно они говорят с русскими на улице, и те люди говорят очень быстро. Это правда. И это сложно понять. Мы с тобой за эти 4 года практически прошли все учебники по русскому языку, которые есть. Не все. Не все, но я думаю, что мы не используем такие учебники, которые
скучные, да. Я, например, очень люблю учебник .ру. Я тоже. Тебе тоже, да? Да-да. Мы работали по нему, и Рэйчел принципиально заказывала бумажную версию, потому что тебе нравится писать. Да. Потом еще мы с тобой использовали новый сувенир, Да, но я думаю, что но там более интенсивный курс. да, я предпочитаю, в основном я предпочитаю современные учебники. И мы начали с тобой I love Russian, да? Я люблю русский язык. Нет, мы не использовали этот учебник. Окей, хорошо. Я использовала, когда я в Риге. В Риге. В Риге, окей, хорошо. Рэйчел, что ты пожелаешь нашим зрителям и слушателям после такой интересной мотивационной речи? Ты можешь как коуч, Нет. понимаешь, на TED Talks рассказывать о своем опыте изучения русского языка. Продолжайте изучать русский язык с удовольствием и со Сергеем. Супер, спасибо тебе большое. Я очень рад, что ты нашла время встретиться, во-первых, пообщаться. И идем гулять? Пойдем? Хочется пива, если честно. Правда? Да. Тебе нет? Не бокал шампанского? А можем бокал с тобой чего-нибудь такого выпить? Если ты тоже будешь. Может быть. Окей, хорошо. Спасибо. Все, пока-пока. Пока-пока.